Принеси яблоко. Подай воды. Сделай кофе. Пожалуйста. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Догадались уже, о чем будем говорить? Принеси, подай, сделай. Это повелительное наклонение. Разберем, для чего оно нужно, как оно образовывается и в каких случаях его использовать. Если вам нужны субтитры, активируйте их внизу, а мы начинаем. Повелительное наклонение в русском языке – это форма глагола, которая используется для выражения просьбы, приказа, совета или побуждения к действию. Глаголы повелительного наклонения не имеют времени и рода, а также не имеют первого лица единственного числа – «я», поскольку человек не может просить сам себя сделать что-то. Чаще всего эти глаголы используются во втором лице единственного «ты» и множественного «вы» числа. Реже в третьем лице, но об этом чуть позже. Я не буду углубляться в правила по образованию окончаний у этих глаголов, потому что вы их и так постепенно запомните, если будете в достаточном количестве слушать и читать на русском языке. К тому же есть немало исключений, которые не следуют общим правилам. Но вкратце скажу, что окончания могут быть следующими. В единственном числе добавляются суффиксы «е», «и», мягкий знак и «ся», если глагол возвратный. А во множественном «те» и «се», если глагол возвратный. Например, делай – делайте, пиши – пишите, готовь – готовьте, одевайся – одевайтесь. В повелительном наклонении есть разные формы выражения. Их восприятие зависит не только от построения фразы, но в том числе и от интонации и иногда от перемены местами слов. Например, я могу сказать: «Подай мне книгу». Я здесь не грублю, несмотря на то, что я не использовала слово «пожалуйста», потому что, скорее всего, когда мне эту книгу дадут, я скажу «спасибо». А теперь точно эта же фраза, и она же, но немного с другим построением и интонацией. «Подай мне книгу». «Книгу мне подай» – это уже откровенный приказ, и с какой-то стороны, наверное, даже грубость и раздражение. Возможно, человек уже просил, чтобы ему принесли эту книгу. Первый раз, второй раз, третий раз. А на четвертый уже не выдержал и сказал: «Да принеси ты мне эту книгу». И сейчас на других примерах мы посмотрим, как выглядят разные формы и как они звучат. Начнем с простого побуждения. Пример. Включи музыку погромче, время еще не позднее. Ироническое побуждение. Собирайся не спеша, чтобы, как обычно, опоздать. Совет или рекомендация. Обязательно прочитай эту книгу, она очень интересная. Постарайся выспаться перед вылетом, чтобы хорошо себя чувствовать. Или вы спрашиваете у официанта в ресторане: «Посоветуйте, пожалуйста, что заказать?» А он вам отвечает: «Закажите вот это блюдо». Просьба. Когда мы хотим вежливо попросить кого-то сделать что-то. И здесь, как правило, используются смягчающие элементы. Например, слово «пожалуйста». «Закрой, пожалуйста, окно. Я замерзла». «Передай, пожалуйста, соль». «Подожди минутку, скоро отвечу». Ребят, если вам не трудно, посмотрите точный адрес, куда нам ехать. Это может быть просто интонационное смягчение или какие-то слова, которые выражают благожелательный тон, как в одном из примеров «подожди минутку». Приказ. В этой форме обычно смягчающих элементов нет. Тон более строгий, поэтому предложение будет звучать примерно так. «Быстро одевайся и беги в школу». «Немедленно садись за уроки, иначе ты ничего не успеешь». Также это может быть угроза, только попробуй это сделать. «Перестаньте шуметь, иначе я вызову полицию». Естественно, угроза не всегда настоящая, это может быть просто шутка. Разрешение. «Если все сделал, иди гуляй». Делайте, как считаете нужным. Предостережение. Подумайте о последствиях. Не рискуйте напрасно. Осторожно, ступенька, не упади.
И когда мы кому-то что-то желаем, это тоже выражается в повелительном наклонении. Будь всегда здоров и счастлив. Живите ярко и наслаждайтесь каждым моментом. Стремись к лучшему и никогда не сдавайся. Для формы первого лица множественного числа повелительное наклонение можно выразить либо с помощью глагола «давайте», либо добавив к спряжению будущего времени этой формы частицу «те». Давайте споем или споемте. Давайте пойдем или пойдемте. Давайте сыграем или сыграемте. Надо сказать, что вот эта форма «споемте», «сыграемте» используется очень редко, в основном в литературе. Есть некоторые слова, как, например, «пойдемте», которые используются частенько. Но таких слов не так много. Поэтому лучше либо запоминать, если вы их часто слышите, и брать на заметку, либо в большинстве случаев использовать слово «давайте» перед основным глаголом. В любом случае для этого лица и рода это наклонение используется достаточно редко, но знать и уметь его применить, конечно же, надо. А для формы третьего лица повелительное наклонение можно выразить, например, с помощью частицы «пусть», если мы говорим о ней, о нем или о них. Пусть он закончит работу вовремя. Пусть она подготовит отчет к завтрашнему дню. Пусть они займутся этим вопросом сами. А вот если речь идет о ком-то, к кому мы обращаемся на «вы», тогда здесь используется точно такая же форма, как и для второго лица множественного числа, с окончанием «те». И как вы можете видеть, несмотря на то, что наклонение называется повелительным, оно далеко не всегда означает приказ со стороны человека, который его выражает. Интересно, что для нас, как вы увидели на примерах, просьбу или совет в повелительном наклонении можно выразить как вежливо, так и грубо, в зависимости от того, что требует контекст. Но говоря о вежливости, когда мы, например, переводим дословно на какой-то язык фразу так, как мы ее используем на русском, то можем прозвучать слишком грубо. Если взять английский язык, где попросить передать кусочек хлеба в переводе на русский прозвучит как «не могла бы ты передать мне кусок хлеба?» И может быть там где-то еще слово «пожалуйста» добавить. Но поскольку для нас эта фраза в повседневном разговоре звучит не слишком естественно, потому что используется чаще всего в формальных ситуациях, то мы, ориентируясь на логику своего языка, что не нужно делать, но это отдельный разговор, переводим примерно так: «Дай мне, пожалуйста, кусок хлеба». Или просто «дай мне кусок хлеба». А после того, как дадут, говорим «спасибо». На английском это звучит грубовато, хотя мы, конечно, не предполагаем грубости в подобных фразах. Или точно так же неноситель русского может показаться грубым для нас, если совершит ошибку в определении вида в повелительном наклонении. История из жизни. Однажды мне иностранец вместо «закройте окошко» сказал «закрывайте окошко». Если бы я не поняла, что это иностранец, я бы возмутилась такому тону, потому что конкретно в этом контексте «закрывайте» прозвучало именно как приказ, а не как просьба. Но при этом «закрывайте» не обязательно звучит грубо. Разница здесь в том, что «закройте» – это одноразовая просьба, просит закрыть только сейчас, а «закрывайте» – это образование от глагола несовершенного вида и означает, что просит закрывать всегда. Например, можно увидеть табличку на какой-нибудь двери магазина, офиса и так далее «Закрывайте дверь». То есть в этом случае просят каждый раз при входе закрывать за собой дверь. Конечно, если вы сделаете подобную ошибку, то вряд ли человек отреагирует на это резко, потому что, вероятно, поймет по какому-то признаку, что вы не носитель русского языка. Поэтому имейте это в виду, но не переживайте, если вдруг используете не тот вид. И на этом у меня сегодня все. Пользуясь случаем, хочу вам посоветовать посмотреть видео, которое называется «Приказ Красной Королевы. Учите русский», потому что там как раз используется много глаголов в повелительном наклонении. Да и видео просто прикольное. Надеюсь, что вам было полезно. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и ставьте лайк на видео, если оно вам понравилось. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео.
Пока-пока! Baby, you give me midnight. You whip up my ass.